Для тех, кто любит яркие выкладные френчи и мои рисунки, это видео специально для вас. Сегодня я буду делать яркие акригели с помощью прозрачного акригеля и цветных гель-лаков. Так что присоединяйтесь, будет интересно. Сегодня буду делать коррекцию себе. С прошлой процедуры прошло уже 3 недели. Если вы смотрите постоянно мое видео, то знаете, что я тестировала новый материал, а именно Fast Gel. На первый взгляд мне показалось, что этот материал очень похож на акригель, но при работе с ним я поняла, что он совсем другой и у него совсем другая текстура. Он очень быстро просыхает в лампе, после полимеризации он достаточно твердый, как мне показалось, он намного тверже, чем акригель и гель. Так как материал очень твердый, он отлично подойдет для клиентов, которые любят носить длинные ногти. Коррекцию начинаю со снятия старого материала. Материал снимаю почти весь, оставляю только тонкий слой. Для снятия материала использую твердосплавную фрезу с черным маркером. Фреза движется по часовой стрелке со скоростью 35 тысяч оборотов. При снятии главное не забывать, что нельзя задерживать фрезу на одном месте, иначе у клиента возникнет очень сильный эффект жжения. Так что работаю очень быстро, чтобы не создать себе дискомфортных ощущений. Так как в прошлый раз я моделировала себе очень длинные ногти, то материала здесь достаточно много, и поэтому времени на снятие уходит намного больше, чем обычно. После работы с фрезой пилкой 240 грит сужаю свободный край. Дальше пилкой делаю поверхностный опил. Проверяю старый материал на наличие отслоек. Если они имеются, то я их убираю пилкой. Также сразу приподнимаю чешуйки натурального ногтя для лучшей сцепки с твердым материалом. Для дальнейшей работы с аппаратом я пушером отодвигаю кутикулу для раскрытия проксимальной складки. Сегодня для работы с кутикулой я взяла фрезу Пламя с красным маркером. Ее диаметр 2,3. Скорость вращения фрезы примерно 15 тысяч оборотов. Сначала на форварде, затем на реверсе фреза плавно убирает весь птеригий с ногтевой пластины. Очистив ногтевую пластину от птеригия и приподняв всю кутикулу, теперь я смело могу ножницами обрезать всю ороговевшую кожу. Я уже нанесла вспомогательные жидкости, так что смело могу переходить к нанесению базового покрытия на ногтевую пластину. Использовать буду обычную базу для гель-лака. Просушив в лампе базовое покрытие 15 секунд, я перехожу к выкладке ногтевого ложа. Я выкладываю ложе, но перед этим я не снимаю липкий слой. Вы очень часто спрашиваете, снимаю ли я дисперсию. Нет, я не снимаю дисперсию, я сразу выкладываю ложе. Кистью, смоченной в спирте, я разглаживаю материал. Спирт использую чистый, не развожу. После полной полимеризации материала в лампе, осушу я акригель в лампе 2 минуты, а иногда и дольше, я пилкой 150 грит подпиливаю линию улыбки. А теперь могу переходить к самому интересному, буду делать цветной акригель. Для этого мне нужен обычный прозрачный акригель и простые гель-лаки.
Так как дизайн сегодня будет исполняться в красно-оранжевых оттенках, то беру, естественно, оранжевый оттенок, темно-красный оттенок и светло-алый оттенок. Теперь осталось смешать акригель с гель-лаками, и у меня получились отличные классные цветные акригели. Для того, чтобы линия улыбки была четче, я беру красный гель-лак, который использовала для смешивания с акригелем, и прорисовываю линию улыбки. Теперь начинаю творить, или еще, как я говорю, вытворять. Беру свои акригели цветные, которые получила в результате смешивания прозрачного акригеля и цветных гель-лаков, и выкладываю их в хаотичном порядке на свободный край. Таким образом у меня получится очень красивый и яркий френч. Теперь осталось моим ногтям придать человеческого вида. Для этого я буду использовать твердосплавную фрезу елка. Ею я изначально делаю поверхностный опил и сглаживаю переход от искусственного материала к натуральному ногтю. После опила фрезой я беру пилку 180 грит и делаю поверхностный опил. Я убираю все мелкие бороздки, которые остались после опила фрезой. Также я придаю форму свободному краю и подпиливаю нижние параллели. Тонкой керамической фрезой я выпиливаю натуральный ноготь из-под смоделированного. Это обязательная процедура для того, чтобы в результате носки натуральный ноготь не отслаивался от смоделированного и туда не попадала грязь. Если попадает грязь, то в результате там могут завестись разные жители, микробы, в результате здравствуй грибок. Мне очень интересно знать, выпиливаете ли вы натуральный ноготь из-под смоделированного, или все же по просьбе клиента его оставляете. Пишите в комментариях под видео, мне очень интересен ваш опыт. Сейчас маленьким алмазным шариком с красной маркировкой я шлифую срез от ножниц. Ну, наконец-то пришло время для дизайна. Я изначально на них не делала френч, чтобы сейчас перекрыть красным гель-лаком. Сегодня буду рисовать одного из моих любимых мультяшных героев. Надеюсь, вам тоже до души маленький львенок из Короля Льва. Так что вам хорошего просмотра, а я начинаю рисовать. Another day, another rhyme, trying to sugarcoat and reconcile, so I can do a dance and make us both forget, only to start it up and play it out again. It's like a long dream. You're on the wrong team. Oh, there's a light and there's a fire coming out of me. Every time I see what's to destroy,
sky's beautiful and so are you. I wanna make it up to you, start something new. Yeah, I've been thinking of the parts I played for you, and how I'm drinking from the bottle as I do. It's like a long dream. You're on the wrong team. Oh, there's a lie and there's a fire coming out of me every time I see one's a destroyer and one is a warrior, fighting hard to be the better part of me, the better part of me, the better part of me. Another day, another rhyme, trying to sugarcoat and reconcile, so I can do a dance and make us both forget, only to start it up and play it out again. It's like a long dream. You're on the wrong team. Oh, there's a lie and there's a fire coming out of me every time I see one's a destroyer and one is a warrior, fighting hard to be the better part of me, 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 the better part of me. Oh, there's a lie and there's a fire coming out of me every time I see one's a destroyer and one is a warrior, fighting hard to be the better part of me, the better part of me, the better part of me, yeah, the better part of me. Te desvestiste, lo hicimos en la habitación, qué rico mami, pero en cosas del amor mucho fallaba. No veía nada, mi amor, algo esperaba de tu mirada. Perdidos, sé lo que siento, pero tú no. Nos entendemos haciendo el amor. No hay nada más que eso, estamos perdidos, perdidos. Yo no sé ya si fue algo más que el placer, si me amaste alguna vez, yeah, o si fuiste mi mujer. Por lo que yo he visto y lo que te gusta, amor de tu vida yo no voy a hacer. Dame una noche, te voy a demostrar que soy el pecado que amas cometer. Chica, y si tú quisieras una sola vez conmigo, hay que ser claro lo que quieres beber. Ya pasó tu primavera y el amor que se fue, pero las ganas de darle aumentan cada vez. Perdidos, sé lo que siento, pero tú no. Nos entendemos haciendo el amor. No hay nada más que eso, estamos perdidos.
sexo, nada cariño, solo pretextos. Estaría fine si lo sabría y no llenarás de fantasías. Ya me dijiste lo que quería, no eran besos ni poesía. Chica, y si tú quisieras una sola vez conmigo, hay que ser claro lo que quieres, bebé. Ya pasó tu primavera y el amor que se fue, pero las ganas de darle aumentan cada vez. Perdidos, sé lo que siento, pero tú no. Nos entendemos haciendo el amor. No hay nada más que eso, estamos perdidos, perdidos, perdidos. Sé lo que siento, pero tú no. Nos entendemos haciendo el amor. No hay nada más que eso, estamos perdidos, perdidos. In my mind, there is nothing left to do but stay behind. Will I find what is wrong about the way I treat my kind? Where's the love I was promised as I told them from above? Mother, son, sticking out the path of life for everyone. How will I know? I used to think that all it took was to pretend that life was good. If there's something more to figure out, I rarely grade the way I feel. It doesn't seem to matter anyway. Hear me what I say. Don't know why. All I see when I look out are cloudy skies. There's a fire burning deep within my heart, of that desire. I'm ready to go on, when all I need is some good advice and a shoulder to cry on. If there's something left to figure out, I know it won't be hard to see. The world will not be broken without me. I'm ready to go home, when all I need is some good advice and a shoulder to cry on. If there's something left to figure out, I know it won't be hard to see. The world will not be broken without me. Now you'll see. In my mind, there is nothing left to do but fall behind. Когда последний мазок сделан, я перекрываю ногти топом с двух сторон. Использую топ без липкости Nail Apex. Не знаю как вам, а мне результат очень сильно нравится. Я прям счастливая как слон, что у меня получился вот такой маленький львенок.
Конечно, жду от вас новых комментариев по поводу такого дизайна. Мне очень интересно, понравился ли вам мой мультяшечный герой. А если вам интересно, как я рисую и многое другое, переходите по ссылкам, я думаю, вы для себя там откроете много интересных дизайнов.